Плюсы и минусы SCP-SL. Ха, такого еще никто не снимал. Вау! Плюсы. Первая глава. Оружие. Всем привет! Так как Алекс не может озвучить видео, его озвучивает Клоден. Дискорд сервер там в описании, все дела, а мы переходим к оружию. Итак, почему же оружие? Ну, тут все просто. С его обновлением добавились новые модели пушек. Также у них появился разброс, чего мы у старых не наблюдали. В общем, обнова с оружием внесла и минусы, но о них позже. Сама механика модернизации оружия тоже прикольная. Мы просто можем на ходу себе сделать другой прицел. А также просто по приколу загрузить сборку на М-ку. И этим самым мы как флеш за 0,0 секунду делаем из этой М-ки вот эту. Также стоит отметить, что мы можем менять тип магазина определенным пушкам, чего ранее не было. То есть мы можем как и повысить урон пушки, так и понизить. Я был бы не я, если бы не добавил дробовик. Эта машина просто рубит SCP направо и налево. Лучше бы его, конечно, понерфить. Но зная нашего любимого Хуберта, этого не будет. Само собой, оружие ничего себе не представляет, поэтому это самый слабый плюс. Так что, идем дальше. Механики. Механики у SCP-SL тоже имеются. Вот пример, SCP-914, или в простонародье машина. Эта штука как будто бог. Он может сделать из вашего говна вот такую прекрасную вещь. Чудеса и только. Само собой, еще и механика окончания раунда. Точнее, его разнообразность. Может победить как и мог, так и никто. Механика SCP-106, или же лысого дедушки. Запихиваем любого человека к дедушке в инкубатор. И нажимаем красную кнопочку. После чего дед увлекательно откисает. Короче, с этим мы разобрались, идем дальше. Карты. Почему я добавил сюда карты? Да потому. Но по ним мы пройдемся быстро. Короче, есть такие кусочки мыла. Не роняйте. Если положить кусок похуже в тачку, мы получим кусочек получше. Также карта вот для чего все надо, там стопать я хуй знаю. А мы идем дальше. Вариации побега. Это самый жирный плюс SCP-SL, так как каждый раунд особенный. Где-то не так кто-то упал, где-то кто-то не сбежал, где-то вообще дошку связали, а где-то так и вовсе вертолетик много взорвали. Также вариации на этом не заканчиваются. Вот, допустим, вы дошка, и у вас сразу же при старте более 100 вариантов сценария. Каждая комната это отдельный сценарий. Ну хоть тут Хубер сделал нормально. Хоть однотипные есть. Но этим хоть оно разбавляется. Вот вам пример побега. А мы идем дальше.
Задумка. Задумка из CPSL, конечно, нагло сворована из Container Beach, но мы это пропустим и закроем на это глаза. Это же плюсы, а не минуса. Так вот, задумка хоррора в мультиплеере, свой с чатом. Не идеальная, свои косяки есть, но все же задумка хорошая. Ее, скорее всего, испортили именно внимание. Неадекватные школьники. Обычных школьников, которые не мешают и не портят атмосферу, мы не трогаем. Так вот эту всю плачевную ситуацию спасают РП-сервера, где сидят админы 24/7. Конечно, дураков хватает, но не забываем, что это за игра и кто в нее играет. Но плюсы на этом закончились, теперь наши любимые. Не надо, дядя! Минусы. Level дизайн. Это просто кал из жопы. А если объективно, то это тупо коридоры и узкие помещения. В Container Beach хотя бы не везде были такие коридоры, да и не пошире будут. Ихнего левел дизайнера я бы хотел бы встретить лично и плюнуть ему в ебал. Потому что как можно было придумать делать комнатки 5 на 5 метров? Кто это сделал? Это, знаете, представьте себе коробку, в которой очень много проходов. И везде есть двери. Но там просто ходить нереально, это лабиринт во всех его смыслах. Да еще и генерация левела постоянно разная. Это, конечно, хорошо, никто не спорит, но ты просто можешь убегать с цепи и встретить тупик. А он просто станет у двери и будет себя ждать. Я знаю, что это будет звучать, а немного ли ты хочешь? Но все же, нужно было добавить вентиляцию, в которой можно лазить. Они просто для декора поставили и сойдет. Игра беднее всего улица, ибо там места побольше. Хотя кому я вру? И там коридоры. Но только огромные. Короче, с этим все. Идем дальше. Мамкины защитники. Да-да, это те самые, которые пишут мне вот это. Вы меня спросите, почему это минус? Это проблема не игры, а комьюнити. Да, это проблема комьюнити. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Но разве когда ты заходишь в игру, ты не контактируешь с другими? В игре, где будет чат, комьюнити тоже относится к игре. Где тебе будет более приятнее играть. Вот тут. Посмотрите на этого дурачка. Или тут. Так, отряд. Так, заместитель командира, берите с собой несколько человек, отправляйтесь на гейт Б, все остальные за мной на гейт А. Эти Хелдора защитники просто нечто. Ты им плюй. Блин, на тебя въебало, блядь. Нет, харкни. Блин, на тебя въебало, блядь. Они снова. Нет, это просто люди, которые посмотрели Хелдора и такие. Ебать, чел, ты хули Хелдора оставляешь, лови подписку. Лови отписку. Но сначала подпишусь, а потом отпишусь. И это я не придумал. Ха, вот вам этот комментарий. Какой же ты дебил! Ноль интеллекта! Ах да, совсем забыл вам, хелдоровцы показать прикол один. Вот смотрите, вот типа кресло обычного человека, а вот кресло фанатов Хелдора. Слава богу, что на РП-серверах этой биомазы, считай, нет. Потому что они боятся показать свой облик. Конечно, вы не поверите, но есть и исключения. Адекватные хелдоросы существуют. Они смотрят то, что им нравится, не защищая никого. Они просто смотрят, потому что нечего по CPSL смотреть. Такие, конечно же, тоже не идеал, но хотя бы не навязывают что-то другим и не защищают Хелдора. Таким зрителям все равно на Хелдора. Им главное контент из CPSL. Но мы идем дальше. Однообразие. Однообразие это очень и еще раз очень огромный минус CPSL. Раньше, например, обновы были чаще, и такого однообразия, как сейчас, не было. Но потом постепенно игра становилась все однообразнее и однообразнее. Обновы раз в полгода. Также тебе кажется, что все раунды однотипны.
Ибо ты уже переиграл все возможные сценарии. Лично у меня 110 часов в SCP-SL, потому что я не играл в нее, а смотрел, ибо играть никакого удовольствия нет. Спасает эту ситуацию плагины, ибо без них игра бы уже сдохла. Пап, смотри, как я умею. Эй, куда там? Там высоко, дубина. Федя! Играло бы от силы 1000 человек, но в наших реалиях однообразие будет уходить во время обновлений. А потом снова приходить. Это как мы спим и просыпаемся. То же самое. Но все же надеемся на лучшее. Возможно, после этой обновы онлайн вырастет и не будет падать. А ты не охуел или? Ну, в общем-то, однообразие огромная проблема, но она не сравнится с последним пунктом. Оптимизация. Оптимизация в SCP-SL это два слова. Хули лагает. Сейчас объясню проблему оптимизации. Ну вот смотрите, идет такой Хуберт. Думает по приколу написать игру на Unity. Потом смотрит, находит контейнер Breach и думает: опа, сделаю-ка я игру Breach, но только мультиплеер. Так, ну я знаю только Unity, так что go Unity. Шо, блять, моя игра популярна? Ну я же код на отъебись написал. Ладно, надеюсь, ни у кого лагать не будет. Вот так и образовалась проблема оптимизации. Сейчас они потихоньку переделывают код, чтобы хоть как-то оптимизировать игру. Но ждать результата через полгода не стоит. У-ля-ля, вас надурили! Ибо не забываем, что у них есть очень крутой состав. Новых они нанять не могут, деньги не позволяют. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что ли. А я с вами прощаюсь, всем удачи и всем пока. Алик, кстати, пид.